Друзья, всем привет! Вы на канале Книтинг Потенс Вязания. Сегодня мы будем вязать узор вот к такой летней кофточке или футболке по мотивам Брунелло Кучинелли с необычными листьями. Посмотрите, полюбуйтесь, оцените красоту этого узора и его великолепие. Узор выглядит воздушно, хорошо держит форму, и никакой сложности в исполнении этого узора нет. С этим узором справится даже начинающий любитель вязания. Если вам интересно, если вам понравился узор, оставайтесь на канале. Я покажу схему, и мы вместе попетельно свяжем образец этого узора. А вы, посмотрев мое видео, сможете связать такую же кофточку. Перед вами схема узора. На схеме указаны и лицевые, и изнаночные ряды. Это видно по нумерации. Лицевые ряды вяжутся по схеме справа налево. Это нечетные ряды. Изнаночные ряды – это четные ряды и вяжутся слева направо по рисунку. Это значит, что мы вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, провязываем изнаночную. Накиды провязываем изнаночной петлей. Конкретно в этом узоре все ряды изнаночные провязываются изнаночными петлями. Накиды также провязываются изнаночными петлями. Изнаночные петли я нарисовала в виде горизонтальных черточек зеленого цвета. Этот узор можно вязать и по кругу, набрав по 15 петель столько раз, сколько вам нужно. То есть количество петель для набора должно делиться на 15. Кромочные петли при вязании по кругу набирать не нужно. Для поворотного вязания для образца я набрала 32 петли. Это 2 раппорта по 15 петель и 2 кромочные петли. И провязала один базовый ряд всеми изнаночными бабушкиными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, а последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Мы подготовили петли к их правильному положению и перешли на сторону лицевую, где у нас по краю идет красивая вот такая косичка. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее по схеме идет вот такое обозначение. Палочка с наклоном вправо и с 2 ножками. Это 3 петли, провязанные вместе одной лицевой с наклоном вправо. То есть мы должны вот эти 3 петли
Следующие провязать одной лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому, чтобы их провязать вместе с наклоном вправо, мне сначала нужно их развернуть. Для этого по очереди я переснимаю их на правую спицу, подхватывая сзади работы правой спицей каждую петлю за ее заднюю стенку слева направо. И переснимаю так каждую из 3 петель на правую спицу. Подхватываю петлю сзади работы за заднюю стенку слева направо и переснимаю на правую спицу. Затем возвращаю эти петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. Мы развернули 3 петли и теперь провязываем их 3 петли вместе за передние стенки. Можно немножко вот так их раздвинуть сначала. Немножко вот так. 3 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей. С наклоном вправо. Вот такая красивая петелька с наклоном вправо получается. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее по схеме идет накид. Накид делаем. И вот такая петелька красного цвета. Это скрещенная лицевая петля. Я вяжу бабушкиным способом вязания петли лицевые, то есть за заднюю стенку, вот так вот. Поэтому для меня скрещенная лицевая петля — это петля, которую я должна провязать за переднюю стенку классической лицевой петлей. Если вы вяжете классическим способом вязания, для вас скрещенная петля — это будет лицевая петля, провязанная за заднюю стенку, то есть бабушкина лицевая петля. Дальше идет накид. Делаем накид. Еще раз скрещенная лицевая петля. Я провязываю ее за переднюю стенку лицевой классической петлей. Накид. Накид. Скрещенная лицевая петля. Лицевой петлей за переднюю стенку. Накид. Лицевая петля. Лицевая петля обычная. За заднюю стенку я вяжу. Дальше 2 петли вместе с наклоном влево. При бабушкином способе вязания мы провязываем, ничего не разворачивая, просто 2 петли вместе за задние стенки. Получаем 2 петли вместе с наклоном влево. Вот. Далее опять же 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе за задние стенки с наклоном влево. Дальше по схеме идут 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. Мы провязали один раппорт узора. Повторяем раппорт узора. 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 3 петли. Для этого переснимаем их на правую спицу, подхватывая сзади работы за заднюю стенку каждую петлю. И таким образом разворачиваем их, переснимая на правую спицу. Затем возвращаем их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Вот. Дальше идет лицевая петля, накид. Провязываем лицевую петлю, накид. Далее скрещенная лицевая петля. Вот она, значок
в виде петельки красного цвета. Провязываем ее за переднюю стенку. Накид. Еще раз скрещенная лицевая петля, за переднюю стенку провязываем ее. Накид. И еще раз скрещенная лицевая петля, которую мы провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Далее идет накид, лицевая петля. Делаем накид, лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе, ничего не разворачивая, за задние стенки. И еще раз 2 петли вместе за задние стенки, одной лицевой с наклоном влево. И в конце раппорта 3 лицевые петли. Все, мы довязали ряд до конца. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем второй изнаночный ряд, который вяжется слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Вяжем ту петлю, какую видим. Конкретно в этом узоре мы видим все петли изнаночные. Полностью весь ряд, все петли изнаночные. Накиды также мы провяжем изнаночными петлями. Кромочную петлю снимаем и провязываем весь ряд полностью изнаночными бабушкиными петлями. Вяжем так до конца ряда. И далее во всех четных рядах, втором, четвертом, накид также изнаночная бабушкина за переднюю стенку. И далее также во всех четных рядах, втором, четвертом, шестом, восьмом, десятом, 12, 14 и 16 мы также провязываем все петли изнаночными петлями. Накиды также провязываем изнаночными петлями за переднюю стенку. Накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Вяжем так до конца ряда. Последняя кромочная петля, также изнаночная бабушкина петля. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Вяжем третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее идет обозначение 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе за задние стенки одной лицевой петлей. Далее идет лицевая петля, провязываем лицевую петлю. Еще одна лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Накид. 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. Далее накид, скрещенная петля, лицевая петля за переднюю стенку. Далее накид, лицевая петля, 2 петли с наклоном влево, 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. И еще раз 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево.
2 лицевые петли. Раппорт узора провязали. Повторяем раппорт. 2 лицевые петли с наклоном влево, 2 петли вместе за задние стенки, одной лицевой петлей. Две лицевые петли, накид, 3 лицевые петли, накид, скрещенная лицевая петля за переднюю стенку, накид, лицевая петля, 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. И в конце ряда 2 лицевые петли. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Третий ряд узора мы провязали. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем 4-й ряд изнаночный всеми изнаночными петлями. Кромочную снимаем, и все остальные петли ряда изнаночные бабушкины. Далее самостоятельно вяжете по схеме до включительно 16-го ряда. И затем начинаете повторять схему вверх с первого ряда. Первый ряд, потом второй ряд и так далее. Как провязываются обозначения в схеме, я рассказала и показала. Здесь встретится только еще один знак. Новой. Это 3 петли вместе с наклоном влево. Вот такая палочка с наклоном влево с 2 ножками. Вы просто провязываете 3 петли вместе, одной лицевой за задние стенки, ничего не разворачивая. Это те, кто вяжет бабушкиными петлями, как и я. А кто вяжет классическими петлями, разверните 3 петли, как я уже показывала. Вот здесь. Разверните их таким же образом и провяжите 3 петли вместе за задние стенки с наклоном влево. Я думаю, все понятно всем. Все разобрались, как вязать этот узор. И имея перед собой эту схему, вы с легкостью свяжете такой красивый узор. На этом у меня все. Хочу обратить ваше внимание на то, что полотно, которое вяжется, используя много раз по 2-3 петли вместе, имеет свойство по своим краям немного волниться. Поэтому я рекомендую сделать по краям полотна не по одной кромочной петле, а по 3. В начале ряда кромочную петлю снимаем и провязываем 2 лицевые петли и отделяем кромочные петли в начале ряда маркером. Потом провязываем раппорты узора и в конце ряда также отделяем маркером 3 петли. 2 лицевые петли провязываем и кромочную петлю изнаночной бабушкиной. Это в лицевом ряду. А между маркерами провязываем раппорты узора. В изнаночном ряду
кромочную петлю снимаем, а эти лицевые петли, которые вязали лицевыми в лицевом ряду, в изнаночном ряду провязываем по рисунку изнаночными. Далее все петли вяжем, в том числе и накиды изнаночными в данном узоре, и потом эти 2 петли провязываем по рисунку изнаночными петлями и кромочную петлю изнаночной бабушкиной. Также 3 петли кромочные помогут тем, что при сшивании изделия, если вы будете вязать сшивное изделие, по краям полотна не будет утолщения, так как в этом узоре по краям узора, по краям полотна получаются по 3 петли вместе. Это создает утолщение. И поэтому вязание 3 лицевых петель